Третий раз пробую, и все снова рушится. Короче, нельзя мне быть руководителем и капитаном. Как ты уже понял, сегодня мы поговорим о игре The Alters от 11-Bit Studios, тех самых, что подарили нам Frostpunk. Я хоть и не фанат и даже не любитель выживачей, но мимо пройти не смог по двум причинам. Во-первых, Frostpunk мне зашла, и мне стало интересно, на что еще способна эта студия. А во-вторых, The Alters по описанию напомнила мне фильм «Микки-17», который тоже оставил хорошее впечатление. Самому поучаствовать в чем-то таком звучит интригующе. И вот сейчас, наиграв в нее немало часов, я могу однозначно сказать одно. Эта игра не воспринимается как очередной выживач, а как настоящее sci-fi произведение со своей эстетикой. Правда, пройти игру я так и не смог. Не знаю почему, у меня каждый раз все шло по одному месту. То ли я не умею управлять командой, то ли ресурсы не так распределяю. Хрен его знает. Но да ладно, и так уж и затянул. Давай переходить к самой игре. Начнем, конечно же, с истории персонажа. Зовут его Ян Дольский. Подписывайся, если не подписан, и погнали. Начинается все вроде как обычно. Мы с командой отправляемся в капсулах на другую планету с каким-то важным заданием. Что за задание, пока не особо понятно. Капитан, как всегда, держит все при себе. Типичная тема. Но вот что совсем не типичное, так это то, что происходит дальше. При посадке выживает только главный герой – Ян. Остальные, черт побери, погибли в своих же капсулах. Как? Почему? Загадка. И вот теперь Ян, только что прибывший на неизвестную планету, остается совершенно один. Без команды, без четкого плана и с довольно скромными познаниями в науке, инженерии и выживании. И ты такой смотришь и думаешь, ну, ништяк, хорошее начало, блин. Добравшись до мобильной станции, первое дело – связаться с Землей. Ну, как связаться? Связь, мягко говоря, фиговая. Одни помехи, а из разговора можно выцепить только обрывки. Кто-то что-то подсказывает, говорят про документы капитана, упоминают план эвакуации, вроде как есть зацепки. Надо бы действовать по инструкции. Но, как обычно это бывает, все идет немного иначе. Вместо нужных ресурсов ты находишь нечто по имени Рапидий. И вот тут уже все становится интереснее. Рапидий – это такая штука, о которой раньше слышали только те, кто копался глубоко в архивах. Находили его единицы, и никто так и не смог доставить его на Землю. Он попросту самоуничтожался при попытке транспортировки. Но наша корпорация не дураки. Видимо, у них есть план, как это сделать. Ну и естественно, теперь нам придется этот план исполнить. А заодно бы и выжить не мешало, не так ли? После первой находки Рапидия ты снова пытаешься дозвониться на Землю. В ответ странная передача. Сначала не ясно, что к чему, но потом выясняется, тебе передали ДНК. ДНК овцы. Серьезно, первое, что ты клонируешь, это овца. Классика, видимо. Но на этом история не заканчивается. Дальше начинается настоящая жесть. Клонирование самого себя. И вот если бы это были просто копии, было бы скучно. Но нет. Фишка в том, что каждый альтер – это альтернативная версия Яна. Тот же человек, но пошедший по другой жизненной дороге. В какой-то момент в прошлом он сделал другой выбор и теперь стал, скажем, не инженером, а биологом. Или не замкнутым одиночкой, а душой компании. И вот ты стоишь перед своим же клоном, но не копией, а новым человеком со своей историей, характером, отношением к тебе. И все это ты. Дальше начинается самое мясо. Первый альтер просыпается. И вот тебе первая задача. Объясни ему, кто он, кто ты и какого черта вообще тут происходит. И желательно без агрессии, потому что представь сам, ты просыпаешься, тебе говорят, что твоя жизнь симуляция, что ты не ты, а ты копия. И перед тобой стоит оригинал. Да. Тут даже спокойный человек слегка подофигеет. Игра дает тебе возможность именно пережить этот момент, не просто кликнуть диалог, а прочувствовать эмоции, которые кипят у персонажей. И мой тебе совет: не ленись, читай все ветки ДНК, как свою, так и своих альтеров. Тебе это поможет лучше их понять, а впоследствии и лучше выстроить с ними добрые взаимоотношения. И вот с этого момента начинается настоящее погружение. Спасение, да, оно важно, но еще важнее
Это внутренний процесс. Каждый альтер может чему-то научить, каждый открывает в тебе какую-то сторону. Ты буквально собираешь себя заново, как пазл из возможных «я». У кого-то получится быть терпеливым, кто-то научит быть хладнокровным, кто-то подкинет философии. А может и по шапке дать морально, мол, ты сам виноват, что мы тут. По ходу игры ты начинаешь понимать, что Рапиди — это не редкий ресурс, а катализатор всей этой чертовщины. И вот тут встает важный вопрос. А стоит ли тебе вообще перевозить этот Рапиди? Может, просто свалить отсюда? Или это твоя миссия, и ты должен дотащить все до конца? Ответов игра не дает напрямую, зато дает варианты. Целых 6 концовок. И какая будет твоя, зависит только от тебя и от решений, которые ты принимаешь вместе со своими альтерами. Лично у меня пока что один результат. Это фейл. Полный и безапелляционный. Но желание попробовать снова не угасает ни на грамм. Потому что, в отличие от многих выживачей, здесь сюжет цепляет. Здесь он чуть ли не ядро игры. Он становится двигателем всей истории. Игра заставляет задуматься, переосмыслить, прожить. И это чертовски круто. Она затягивает и играется бодро. Ну и в принципе, давай уже поговорим о геймплее. Конечно же, основа всего геймплея — это альтеры. В какой-то момент тебе придется выбирать, кого создавать. Механика, ученого, биолога или просто обычного рабочего. Тут целый список вариантов, и каждый альтер важен. А дальше, по мере прохождения и прокачки квантового компьютера, можно создавать уже альтеров от альтеров по ДНК-веткам предыдущих. Это уже не клон, а такой себе альтер. Звучит как сумасшествие, но в игре работает круто и логично. Вся выживалка строится на них. Именно с их помощью ты будешь управлять станцией, добывать ресурсы, заниматься развитием, решать бытовуху и даже играть в бир-понг. Ты не ослышался, тут можно играть с альтером в бир-понг, чтобы поднять настроение. Правда, только тому, с кем ты играешь. А если хочешь поднять общее настроение всей команды, есть короткометражный фильм. Маленький, но занятный. Я настоятельно советую не скипать. Интересная и веселая штука. Что радует, ты на станции не один, и хоть альтеры — это ты, все же это разные ты. Каждый со своими заморочками, историей и характером. Управлять ими не проблема, особенно когда все идет по плану. Один, скажем, занимается крафтом, клепает необходимые предметы и компоненты, второй изучает апгрейды, прокачивает важные направления. И вот здесь, кстати говоря, интересный момент. Не все сюжетные улучшения доступны сразу. Чтобы не было спойлеров, игра показывает тебе только те ветки, к которым ты пришел своими действиями. То есть ты делаешь выбор, и уже после этого открываются новые направления. Это позволяет играть так, как ты хочешь, а не так, как тебе заранее навязали. Очень достойное решение. Альтеров, кстати, можно использовать не только по их специальности. Ты волен дать задание любому, хоть не по профилю, если считаешь, что сейчас это важнее. А если альтер заскучал, не переживай, он сам тебе напишет. В меню появится уведомление вроде «Не против, если я займусь чем-то другим». Удобно ли это? Да, более чем. И это еще раз подчеркивает, что они не просто болванчики, а настоящие личности с инициативой. Бездушными их точно не назовешь. И как водится, там, где есть коллектив, есть и конфликты. Альтеры могут спорить не только с тобой, но и между собой. И тебе, как капитану, придется за этим следить. Иногда нужно будет принять сторону или, как в том же Frostpunk, дать обещание. Улучшить еду, например. Один альтер будет доволен, а другой скажет, что это бестолковая трата ресурсов. И тут приходится лавировать. Ты либо пытаешься удержать баланс, либо делаешь ставку на конкретное направление. Но пока ты решаешь, где найти лишнюю порцию каши, на часах приближается ночь. А значит, приближается радиационный коллапс. Что касается нашей станции, тут прям респект разрабам. Она состоит из модулей, которые ты можешь переставлять как твоей душе угодно. Хочешь — строишь новую секцию, хочешь — переносишь старую, хочешь — вообще сносишь к черту и возвращаешь ресурсы, если вдруг стало не нужно. Все работает удобно, быстро и, что важно, логично. Мне эта система зашла, потому что ты реально чувствуешь, как формируешь что-то свое под себя. Но при всей свободе места мало, прям реально не разгуляешься, а важные модули занимают
занимает немало пространства, так что каждый раз придется планировать, тасовать. Уперся – расширяй станцию, улучшай, тогда и место прибавится. И вот тут начинается микроуправление, когда думаешь не куда впихнуть комнату отдыха, а уже просчитываешь, как удобнее все расставить, чтобы сократить время на передвижение, чтобы быстро чинить, быстро добывать и все вот это вот. Как и полагается, улучшение и строительство требует ресурсов. Добыча в целом привычная. Пошел, просканировал местность, нашел залежи, поставил буровую установку, проложил пути к станции. Дальше либо сам стоишь и добываешь, тратя личное время, либо отправляешь альтера, а сам идешь исследовать локацию. И вот тут становится интересней. Помимо ресурсов, ты можешь наткнуться на аномалии, и некоторые из них можно изучить. И если повезет, получишь полезный бонус. То есть исследование – это не просто ради галочки, а вполне реальный вклад в процесс. Но всегда есть одно «но». Время. День проходит, и планету накатывает радиация. Желательно к этому моменту включить радиационный барьер, иначе все. До свидания, пиши пропало. А теперь прикинь ситуацию. Ты такой весь в процессе, в оптимизации, в планах на будущее, и внезапно узнаешь, что батареи для барьера нет. А если к радиации подключается еще и магнитная буря, держись крепче. У меня это случалось не раз, хотя вроде бы и комнату медитации построил, и комнату отдыха отбахал, и всех накормил, а когда доходит до ключевого, все разваливается. Эх, я снова в минусах. Ну, классика, чего уж. Есть, конечно, режим продленной работы для альтеров. Можно включить, чтобы они пахали даже в экстрим режиме. Но это слабо спасает, потому что наш главный герой не робот. Да и альтеры тоже. Мы устаем, теряем эффективность, и даже простая батарея может начать крафтиться дольше. А пока она крафтится, уже буря, уже минус мораль, и ты снова в этой безысходной круговертии. И вот тут выходит на первый план менеджмент, управление командой, расстановка приоритетов, планирование задач. Все это реально решает. Чувствуешь себя капитаном. Иногда криворуким и неорганизованным, но все-таки капитаном. Игра это ощущение дает с головой. Все зависит от тебя, от твоих решений, от того, как ты умеешь справляться с нарастающим хаосом. И в этом, наверное, удовольствие. Но несмотря на то, что геймплей насыщенный, продуманный и технически качественный, The Alters все равно ощущается как не сухой выживач. Она больше про людей, про взаимопонимание, про контакт с самим собой. Вот серьезно. Порой кажется, что игра не про выживание на станции, а про то, как ты сам себя воспринимаешь, как относишься к разным своим «я». С каждой новой версией себя, с каждым альтером ты начинаешь видеть свои сильные и слабые стороны, как будто со стороны. Кто-то раздражает, кто-то восхищает, кто-то реально помогает тебе меняться. Ты как будто собираешь себя из альтернативных кусочков. Пазл, где каждая часть — это ты, но с другим выбором, другим опытом, другим характером. И в какой-то момент ты замечаешь, что уже учишься у них. Да, буквально. У тебя появляется ветка приобретенных навыков в виде пазла, что ты сам стал лучше, умнее, рассудительнее, научился говорить «нет». А все из-за того, что пообщался со своей версией, которая пошла по другому пути. И вот что поразительно, это появилось часов через 5. 5 часов игры. Спустя 5 часов я поймал себя на мысли, что понял игру, что она вся на поверхности, вроде бы все механики рассказаны, но нет, она продолжала удивлять. И я уверен, если бы я не слил все в очередную бурю, а прошел дальше, она бы удивила меня еще не раз. Короче, по геймплею для меня это уверенные 5 из 5. Все слаженно, интересно, сложно, но справедливо. А самое главное – живо. Это не выживач ради выживача. Это история, которая развивается через механику, через действия, через тебя самого. Но помимо геймплея, меня порадовала еще и графика, стилистика и то, насколько плавно она играется. За 9 часов игры у меня не было ни одного бага, ни одного вылета, ни одного фриза. Хотя один артефакт все-таки был, когда я его сам раздобыл. А вот в техническом плане все реально стабильно, никаких глюков, все работает ровно и четко. Видно, что разработчики реально постарались, особенно на высоких настройках. У меня Ryzen 5600X и RTX 3060 Ti. Игра шла без единой просадки и выглядела просто шикарно. Графика реально
реально достойно. Местности проработаны и детализированы. Скалы, щели, станция, разные объекты. Все выглядит аккуратно, логично и не выбивается из общей стилистики. Особенно порадовала станция. Каждый модуль сделан с вниманием. У каждого есть визуальный стиль, который помогает воспринимать его не просто как строительный блок, а как часть настоящей жилой конструкции. Да, напрямую повзаимодействовать с каждым винтиком не получится, но общее ощущение того, что ты внутри настоящего объекта, сохраняется. И это, офигенно работает. Радиация, особенно ночная, оформлена очень необычно. Она выглядит как некая танцующая, дрожащая черная масса, почти живая. Это визуально напоминает кинетическую жижу, которая обволакивает все и медленно, но уверенно подбирается к тебе. Забавно, жутко и атмосферно, в правильных пропорциях. А вот магнитные бури – это уже не до шуток. Первая буря – водная, простенькая для обучения. Но когда начинается вторая, все вокруг начинает мигать, техника барахлит, батареи на исходе, и ты реально ощущаешь, как рушится вся система. Это уже не игра про выживание, а прям симулятор полного коллапса. А вот что меня сбило с толку, это когда ты впервые подходишь к Рапидио. В первые секунды я подумал, что у меня что-то глюкануло. Исходящий свет начинает зерниться и искажаться, будто бы видюха не выдержала. Уже начал паниковать, но оказалось, это такой эффект от Рапидио. И выглядит он на удивление круто. Такая вот визуальная подача странности, которая не объясняет напрямую. Просто показывают, и ты сам додумываешь. Визуально все построено на контрастах. И свет, и тени, всякие мелкие огоньки, которые пробиваются. Все это выглядит безупречно. Особенно запомнился момент, когда ты впервые видишь реку лавы. Первый крупный ландшафтный барьер на пути. Вот стоишь на обрыве, смотришь вдаль и такой, а это точно инди-игра? Серьезно, в таких моментах игра дает атмосферу на уровне AAA проектов, а то и лучше. И вот в сочетании с этим визуалом идет не менее крутая звуковая составляющая. А признак классного звукового оформления – это его отсутствие в моменте. То есть, что я имею в виду? То, что ты его слышишь, но не замечаешь, потому что все работает синхронно, естественно, и просто погружает в игру. И здесь это реально работает. Неважно, магнитная буря, тихая прогулка в поисках ресурсов или обычный вечер в комнате отдыха. Везде чувствуется единое ядро атмосферы. Редко такое встречается. Такое ощущение, будто бы дизайнеры локаций, авторы моделей и композиторы реально работали на одной волне. Будто это делал один человек с одной эмоцией в голове. Очень цельно, очень круто. В итоге от кнопки меню до кат-сцен, от структуры модулей до бликов на стекле станции, все здесь ощущается как часть одного цельного стиля. Не сборная солянка, а настоящий художественный подход. И это один из главных факторов, почему The Alters воспринимается как не очередной выживач, а как настоящее sci-fi произведение со своей эстетикой. Такая вот она игра The Alters. Я не стал подробно расписывать, какие тут есть модули, какие ресурсы, какие постройки важны, потому что считаю, что это уже территория гайдов. Моей задачей было просто поделиться с тобой своим личным впечатлением от игры, тем, как я ее прочувствовал, чем она мне зашла и где, наоборот, были моменты, которые раздражали. Если говорить о минусах, для меня это управление всеми процессами, особенно добычей и распределением приоритетов. Именно из-за этого я в целом не особо люблю выживачи, когда тебе приходится не просто выживать, а еще и быть эффективным менеджером с идеальной памятью. Это уже скорее про внутреннюю усталость, чем про удовольствие. Но даже с этим, несмотря на то, что я уже трижды с треском проиграл, я все равно хочу вернуться и пройти игру, потому что сюжет и концепция здесь реально мощные. Настолько, что хочется идти дальше, даже если ты уперся в собственную криворукость. Это редкая игра, которая цепляет не только механикой, но и содержанием. И я говорю не только в рамках жанра, а в целом, среди всех игр за последнее время. Она не про выживание, она про человека, про личность, про то, кем ты мог бы быть. И это ощущается. Порекомендовал бы ее? Однозначно да.
The Alters заслуживает внимания, особенно если тебе нравится научная фантастика, если ты кайфуешь от игры с необычной концепцией, с нестандартной подачей. Эта игра не на один вечер. Если ты до нее доберешься, она тебе точно понравится. Ну и конечно, если ролик оказался полезным, поддержи лайком и подпиской. Заходи на канал, у меня тут регулярные стримы, игровые новости, новинки недели и обзоры. Всегда есть что посмотреть. А если хочешь поддержать меня напрямую, в описании есть ссылка, по которой можно задонатить на чаечек. А я, как всегда, желаю тебе счастья, добра, бобра. Пока!